Приветствую, друзья! В этом видео я сделаю очень краткий физиогномический разбор главного пропагандона Москвы Владимира Мединского. Полное видео его физиогномического разбора вы можете посмотреть на моем Патреоне. Собственно, я приглашаю всех присоединиться к проекту на Патреоне. Там я 50 с чем-то минут делаю полный физиогномический разбор. И такие разборы будут выходить каждую неделю, раз в неделю. Стоимость присоединения к Patreon стоит всего $4.95 в месяц. За эту сумму вы сможете просматривать все физиогномические разборы. Они будут максимально детальные. Также вы сможете писать мне вопросы по этому физиогномическому разбору, и я регулярно буду на них отвечать. Прошу вас поддержать этот весь проект физиогномический вашим участием в Патреоне. Также прошу вас поддержать это видео вашими лайками, поделиться им в соцсетях и написать комментарий. Это очень, собственно, помогает продвигать видео и повышает мою мотивацию, показывает вашу заинтересованность в данном материале и, соответственно, повышает мою мотивацию для того, чтобы делать больше подобных видео. Если прям совсем вам будет интересно, пожалуйста, предлагайте ваши личности, и, возможно, я буду делать больше, чем одно видео в неделю. Пишите прямо в комментарии, кого бы еще вы хотели, чтобы я разобрал. Ну, как-то вот так. Мы погнали, я открываю фотографии. Фотографии я нашел в интернете, как всегда. Как всегда, я мало что знаю по поводу этого человека. Я зашел в Википедию для того, чтобы удостовериться, правильно ли я понимаю ситуацию. Прочитал в верхней строке, что Владимир Мединский был министром культуры в РФ на какое-то время. И, собственно, как я понимаю, действительно отвечает за большую часть пропаганды, которая сегодня происходит на территории РФ. В этом видео хочу вам рассказать об одном важном маркере. Даже, наверное, расскажу о двух важных маркерах на черте лица, а может быть даже и о трех. Но полный физиогномический разбор вы сможете увидеть, как я сказал, в Патреоне. Здесь, в принципе, все видно, все понятно. Если вы следите за моими физиогномическими разборами, проходили у меня консультацию или проходили полный курс, кстати, информация об этом есть, и о консультациях, и о полном курсе есть в описании к этому видео. Вы уже сразу видите, да, слабую челюсть и высокий практически прямой лоб. И вы сразу же понимаете, что это невротичная личность, что это тревожная личность, что, собственно, очень такая, знаете, личность вся в своих мыслях. Из позиции челюсти, если мы говорим, то работает максимально эффективно. Это такое очень мягкое определение. А если мы говорим про какую-то битву, сопротивление и достижение, то такой человек бьет в спину, бьет в пах, да, бьет в кадык. Собственно, нет у него стрессоустойчивости для того, чтобы по-настоящему как-то сражаться. Тут как бы все очевидно. Но есть один момент, который, возможно, является просто совпадением, но очень таким, знаете, показательным совпадением. Точка на подбородке. Она не максимально проявлена, она на каких-то фотографиях даже как будто заретуширована, но тем не менее она проступает. О чем говорит у нас подбородок? Подбородок – это вербальная коммуникация, то бишь не вся челюсть, да, а именно подбородок. А точка на подбородке говорит о догматичности. Собственно, это люди, у которых моноидея, моновзгляд, да, у них такое туннельное восприятие. Все, что подпадает в этот туннель, это все окей, с этим мы будем работать. Все, что за пределами этого туннеля, да, это неправда. И такие люди мыслят в формате есть два мнения, мое и неправильное. Переубедить такого человека невозможно априори. Да? Собственно, если такой человек, тут необходимо сделать оговорочку, это касается не только точки, но это касается всего лица и всей физиогномики. Если любой человек занимается духовным ростом, занимается личностным развитием каким-то,
то его лицо, во-первых, меняется, а во-вторых, врожденные черты лица уже в меньшей степени влияют на его модель поведения, на его характер, на его восприятие информации. Да? Он приподнимается над всем этим. И лично у меня есть в окружении примеры, когда люди с точкой на подбородке, ну, собственно, э, более объективно, да, и более широко воспринимают любую информацию. У них нет такого зажатого восприятия, по-другому даже назвать это не могу. Вот. Интересное совпадение. Точка на подбородке была у Йозефа Геббельса, главного пропагандиста, вернее, министра пропаганды нацистской Германии. Да, собственно, нацизм в Германии, пропаганда, нацизм или уже рашизм сейчас в РФ, у министра, и точка на подбородке у министра культуры, на самом деле у министра пропаганды, потому что то, что я вот тут честно говорю, я не отслеживал его деятельность, я не изучал его работу. Вы, просмотрев это видео или просмотрев полный его физиогномический разбор, можете указать мне на какие-то ошибки, можете сказать, что я в чем-то не прав, что-то просмотрел, да, или трактую неправильно. У меня, в принципе, с одной стороны, времени нет детально изучать биографию этих личностей, желания нет, а в-третьих, чисто для спортивного интереса, то, как я делаю всегда на консультациях, я сначала разбираю человека, а потом с ним общаюсь. Да? И, собственно, я вот сделал разбор, а потом, возможно, у меня будет час вдохновения почитать его физический разбор, почитать его биографию, какую-то историю о нем. Но возьмем как бы факт простой. Те фильмы, которые снимались на территории РФ про войну, да, там про Крым и прочее, любовь к Сталину и прочее, прочее. Но самый яркий пример и классный для меня пример – это мультик про три богатыря. Да, когда вот только русские богатыри несут справедливость во всем мире, да, все остальные, значит, нечисть подколодная, а киевский князь бесхребетный, подлый и жадный. Да. Понимаете, на этой трактовке, ну это очень культурно выразился, выросло целое поколение. Более того, это 18 лет уже, ну плюс-минус 18 лет уже первому мультику, и действительно те, скажем так, люди с промытыми мозгами, которые сегодня воюют в РФ, возраст которых там сколько, от 18 до 20 с копейками, они выросли на этих мультиках. И действительно, в их мировоззрении они несут, не знаю, наверное, справедливость во всем мире. Вот это самый, понимаете, наверное, был правильный шаг с точки зрения пропаганды в РФ, самый удачный, наверное, ход сделать подобный мультик. Идем дальше. Залысина по центру. Я хотел один, но я сделаю больше сегодня информации. Да. Залысина по центру лба происходит тогда, когда человек предает себя, придает свое истинное внутреннее ощущение, как должно быть и как надо. По сути, такой человек рационально договаривается сам с собой ради какой-то возможной выгоды, ради социализации какой-то. Ради чего еще можно договариваться с собой? Ну, в общем, какие-то плюшки. Он себе, суть в том, что он рационально сам себе доказывает, объясняет, что если он поступит таким образом, да, поступит рационально, то в будущем его ожидает какая-то выгода. Да, это могут быть материальные ценности, это может быть уход от дискомфорта или же наоборот там, мотивация от мотивации, да, приход в какой-то там комфорт. Это может быть социализация. Но социализация бывает чаще тогда, когда мы видим агрессора, когда мы видим темпераментную личность, вспыльчивую, импульсивную личность. Здесь же такая анемичная модель,
который до агрессора, ну, как это сказать, до по-настоящему темпераментного далековато, да, до импульсивного, очень далеко, да, как до лунной рачки. Вот. Собственно, здесь человек, который, учитывая его линию волос, уже давным-давно привык договариваться сам с собой. Да, скажем так, привык подтасовывать колоду и куда-то в угол запихивать свой внутренний вектор, свой внутренний ориентир, свои изначальные убеждения. Я в Патреоне еще детально рассказываю про состояние кожи, там интересная информация, сможете посмотреть. Видео, которое в Патреоне находится. Ну и, собственно, нос. Где тут у нас нос? Показательная фотография. Да, обратите внимание, разделенный нос. Разделенный нос – это та история, когда человек не хочет чувствовать, как есть на самом деле. Почему-то он блокирует информацию истинную. Потому что задача носа – это поднять не декорацию, да, кто не видел видео, миллион раз показываю, что у нас здесь, как будто минеральная водичка. Нюхаем и понимаем, что Александр в обед уже пьет джин-тоник. Вот примерно так работает нос. И в этом его извечная битва с глазами. Когда нос разделяется, человек полагается на какие-то условно, да, очень условно объективные цифры, показатели. Он не хочет, но он отказывается от сути, и он отказывается от своей интуиции. Вот такая история. Еще, это вкратце его физиогномический разбор. Хочу вам показать фотографии, которые разбираю там. Это фотографии зеркальные фотографии левой и правой части его лица. Вот рабочая, да, назовем это светлая грусть. И вот домашняя, да, назовем это Владимира дома ставят в угол. Вот, собственно, так. Ссылка на доступ в Patreon находится в описании к этому видео. Вы подписываетесь, $4.95 автоматически списывается с вашей карты каждый месяц. В любую минуту вы можете отменить эту подписку. Если же вы подписываетесь, то вы получаете доступ к 4 видео полных физиогномических разборов, которые я делаю, собственно, в этом Патреоне. Более того, там вы пишете ваши вопросы, и я регулярно отвечаю на ваши вопросы, и мы с вами ведем дискуссию по той или иной личности, по тому или иному маркеру. Также в описании к этому видео можете поинтересоваться консультацией, вы можете поинтересоваться доступом к полному курсу по физиогномике, на который сейчас будет огромная скидка. Что еще? Поставьте лайк или дизлайк этому видео, напишите комментарий, желательно гневный, да? Это все очень помогает в продвижении этого видео. И обязательно поделитесь этим видео в соцсетях. Увидимся в следующем видео. До встречи. Пока-пока.